Всем привет! В одном из своих видео я уже анонсировал вам скорейшее появление мобильного приложения под наше многофункциональное устройство Goldmaster SR508HD. И надо отдать должное разработчикам. Приложение увидело свет в кратчайшие сроки, претерпело массу изменений и дополнений. А с последней версии это уже, скажем так, абсолютно другая концепция. Концепция по принципу «подключай и смотри». И еще в последней версии даже реализована автогенерация папки с иконками в папке Download у вашего устройства, что также является крайне хорошей находкой, отличной идеей, и спасибо за это разработчикам. Так, ну давайте обо всем по порядку. Значит, где взять, как поставить и что нам это даст. Значит, все последние приложения, так же как и ПО и расширения, вы всегда найдете на нашем форуме vivo-tv.ru. Проходим в соответствующую ветку, посвященную данному ресиверу. Здесь у нас отдельная тема выделена именно под мобильное приложение, как вы видите. Мобильное приложение также называется RAMF. Идем в самый низ. Ищем крайний пост с этим файлом. На сегодняшний день это у нас версия 1.16.6. Скачиваем. Скачиваем наше приложение и устанавливаем его. Приложение не требует каких-либо специальных разрешений. Единственное, запросит разрешение для папки Download и для местоположения. Советую эти разрешения дать. Это пригодится в настройке и для папки иконок. Ну, как вы видите, приложение устанавливается. Тут все штатно. Открываем. Видим, что приложение у нас установилось. Даем разрешение. И пока мы его закрываем. Теперь нам необходимо пройти в настройки нашего устройства, а именно точка доступа, сконфигурировать точку доступа на нашем телефоне или планшете, таким образом, как у меня здесь показано. То есть имя точка доступа будет auto-IP и пароль от 1 до 9. После конфигурации включаем нашу точку доступа и идем назад в приложение. Открываем приложение и смотрим, что оно автоматически само начинает искать наш ресивер. То есть сейчас нам не нужен никакой телевизор, никакие пульты. Мы не можем, даже нам не надо знать, какие IP у нас в сети. Приложение делает это все автоматически. Ну вот, как вы видите, буквально через пару секунд ресивер нашелся, определился IP и горит готово. Выбираем. Все, видим, что у нас... Так, даем разрешение. И видим, что мы успешно соединились с нашим ресивером. Так, ну, у меня уже каналы как бы отсканированы. Поэтому давайте мы сейчас сразу пробежимся по некоторым функциям этого приложения и заглянем в ту концепцию, которая и была реализована. То есть подключай и смотри. Так, значит, что дает нам наше приложение? Здесь мы можем совершенно спокойно выбрать язык. Далее мы можем посмотреть на карту доступа на нашей подписке. Ну, по известным соображениям я не буду включать. Значит, в настройках системы у нас мы видим информацию о системе. Также, если, например, у вас идет несовпадение прошивки в ресивере и версии прошивки в приложении, то есть разные API, ну, например, в ресивере будет 1.15, а в веб-приложении у нас получается 1.16, то наше приложение попросит вас обновить сам ресивер. То есть в каждом приложении встроена прошивка, и совершенно спокойно вы даете разрешение на обновление, и ресивер обновляется. То есть, чтобы все пришло в соответствие друг с другом.
Далее у нас настройки времени. Здесь вы настраиваете время. Ну, настройки сети нам сейчас не надо, у нас все настроено. В прочих настройках настраивайте все под себя, как вам интересно. Дальше у нас идет антенна. Здесь настройка антенны как таковая. Как вы видите, все то же самое практически, что и в расширении для браузера. Но с приложением это все гораздо интереснее и удобнее. Настройка антенны, наведение антенны. То есть мы это все уже рассматривали с вами в видео про настройку на телекарту за 5 минут. Также реализован сигнал плюс спектр. То есть все те интересные фишки, что есть в расширении, перенесены сюда и добавлены новые. О них чуть поподробнее, чуть позже. Так, вот снятие отчетов, поиск каналов, если у вас их нет. То есть так же само все это делается. Можно заниматься с каналами. Тут есть редактор каналов. Разбить по жанрам, по плейлистам. Все каналы, телекарта, как вы видите. Приложение генерит плейлисты автоматически. Они уже сразу сейчас скачались к вам на устройство. Так же, как и папка с пиконами для красивого просмотра в IPTV. Значит, ну, здесь, в принципе, все понятно. Давайте посмотрим теперь ту концепцию, которая была реализована. То есть концепция «подключай и смотри». То есть происходит все следующим образом. После настройки вашего приложения вы жмете «Смотреть». И нас перекидывает, если не установлен IPTV плеер, в Google Play на страницу IPTV плеера. Нам необходимо его установить. Так, устанавливаем IPTV плеер. Хочу заметить, что все уже плейлисты скачаны, поэтому особо настраивать плеер не нужно. Но сейчас вы сами все увидите. Так, плеер устанавливается. Идет проверка. Ну и все. В принципе, плеер у нас установлен. Ну, давайте его откроем. Я тут сейчас именно для видео сделаю пару настроек. Так, в настройках видеоплеера выберем авто. И, наверное, будет иметь смысл увеличить сетевой буфер до 100. Вот таким образом. Все, уходим отсюда. Переходим снова в наше приложение. Нажимаем еще раз «Смотреть». Здесь ставим галку «Больше не показывать». Разрешаем. Жмем на «Продолжить». Все. И мы видим, что у нас в нашем IPTV плеере уже появились заранее скачанные плейлисты с категориями. Ну, давайте просмотрим любой канал. Например, вот Петербург. Так, я включу сетку, чтоб YouTube меня не забанил. Да, перед тем, как включить каналы, обязательно убедитесь, что ваша карта активна. То есть в меню «Карта доступа» должны быть подписки и серийный номер карты. Для того, чтобы мы сразу стали просматривать наши каналы. Так, ну вот, каналы наши пошли.
Звук немножко приберем. Здесь вы можете выбрать по категориям. Очень все удобно. Как вы видите, уже с иконками каналов. Все красиво. Крайне функциональная вещь. Мне очень нравится эта концепция. То есть тут без лишних телодвижений мы сразу, в принципе, без телевизора можем смотреть наши каналы на планшете, на телефоне, на устройстве, в которое можно поставить это приложение дома. То есть очень-очень все сделано грамотно и продумано. Ну вот, в общем-то, по IPTV все. Давайте я вам покажу еще одну интересную вещь, которая появилась в нашем приложении новом. Но это больше уже касается как бы установщиков и людей, у которых что-то не получилось. То есть здесь появилась возможность после снятия отчета, то есть как снять отчет, я показывал в предыдущем видео, можете посмотреть. Значит, здесь после теперь снятия отчета или выбора отчета из архива вы можете совершенно спокойно им поделиться. То есть отправить его либо своему установщику, либо человеку, который понимает, что нужно делать, либо отправить к нам на форум, письмо, как угодно. То есть можно предварительно сохранить, копировать куда угодно, в облако, еще что-то, дать ссылку на форум, на свой отчет, и мы постараемся вам в кратчайшие сроки подсказать, что у вас не так, и чем-то помочь, чтобы все работало и радовало вас. Значит, ну вот, в принципе, вот такое вот получилось приложение. Я считаю, что приложение крайне интересное, отличное, разработчики молодцы, потому что было реализовано не просто как бы копия, расширение из браузера, а реализована абсолютно другая концепция, которая упростила нам жизнь, простым людям, чтобы не разбираться в тонкостях андроида, в тонкостях ресивера, просто поставить приложение и спокойно смотреть. Ну вот, в принципе, все, что я вам хотел рассказать. На этом будем заканчивать. Значит, все последние версии приложения на нашем форуме vivo-tv.ru. Заходите, скачивайте, общайтесь. Всегда рады вам помочь. Значит, мобильное приложение для многофункционального устройства Goldmaster SR508HD специально для Vivo TV.